Ну что, любители фонетического хардкора, сегодняшний выпуск для вас. Мы узнаем, какая связь между телефоном и диаграммой гласных, узнаем, как мы различаем гласные на слух, познакомимся с программой Praat для анализа речи и построим диаграмму гласных для русского языка. Международный фонетический алфавит размещает гласные любого языка мира на элегантной диаграмме. Классическую интерпретацию диаграммы гласных предложил Александр Мелвилл Белл еще в XIX веке. Кстати, это отец изобретателя телефона Александра Грэема Белла. Как видите, работа со звуком была для них делом семейным. Белл-старший полагал, что на звучание гласного влияет два основных органа – это язык и губы. Язык перемещается во рту вверх-вниз и вперед-назад. Верхняя точка языка – это и есть расположение гласного на диаграмме. Губы могут округляться, а могут не округляться, поэтому в каждой точке у нас есть два варианта гласных – огубленный и неогубленный. Ранние фонетисты были как астрономы до Галилея. Астрономы думали, что Солнце вращается вокруг Земли. Фонетисты XIX века думали, что они описывают положение верхней точки языка. Но современные исследования показывают, что истинная картина сложнее. На гласных влияет больше параметров. Это не только губы и язык, но еще и нижняя челюсть и гортань. Тем не менее, диаграмма гласных применяется до сих пор. Но что же на самом деле она описывает? Акустические характеристики гласных. И это замечательная новость, потому что это значит, что для построения диаграммы гласных нам не нужна МРТ. Нам будет достаточно обыкновенного микрофона. Акустическая фонетика – сложная штука. Здесь без бутылки не разберешься. Так что проведем несложный физический опыт. Возьмем стеклянную бутылку и сильно подуем над ее горлышком. Слышно низкий постоянный тон. Теперь заполняем ту же бутылку водой наполовину и снова дуем над горлышком. Тон изменится, он станет более высоким, потому что объем воздуха в бутылке с водой стал меньше. Наш голосовой тракт – это как бутылка сложной формы, которая еще и умеет мгновенно трансформироваться. Это набор полостей, каждая из которых резонирует на свою частоту и усиливает ее громкость. Эти области усиленных частот называются формантами. Форманты измеряются в герцах. Два самых важных резонатора – это глоточная и ротовая полости. Им соответствуют две главные форманты. Первая или глоточная форманта и вторая или ротовая форманта. Всего лишь этих двух формант достаточно, чтобы опознать гласный звук на слух. Мы будем пользоваться программой Praat для анализа речи. Это свободная и бесплатная программа, которую разработали фонетисты из Амстердама Паул Бурсма и Давид Вейнинг. Praat – это очень сложная и мощная программа, которой пользуются для научных исследований. Прелесть программы Praat в том, что она дает объективные, повторяемые результаты. Больше нет споров, кому, что и как слышится. Это строгая наука. В русском языке есть 5 гласных фонем. И, А, О, У. У каждой из них есть несколько вариантов произношения, то есть аллофонов. Конкретный аллофон определяет два фактора. Падает ли на гласные ударения и какие согласные окружают гласный звук, твердые или мягкие. Чтобы не залезать в фонетические дебри, мы измерим всего 10 ударных аллофонов, по 2 на каждый звук. Один аллофон будет зажат между твердыми согласными П, Т, а другой между мягкими П, Т. Я специально использую одни и те же согласные, чтобы поставить все гласные в равные условия. Сначала я запишу свой голос для анализа. Выбираю в меню «Новый», «Записать звук», «Моно». Кстати, в Praat можно открыть и готовый аудиофайл. Поехали. Пить, петь, пат, пот, пут, пыт, пэт, пять, пёть, пють. Готово. Задаю имя и закрываю. Теперь выбираю кнопку «Показать и редактировать». В верхней половине находится форма волны для моей аудиозаписи. Я могу выбрать отдельное слово, нажать Ctrl-N, и в нижней половине появляется спектрограмма. На спектрограмме мы видим, по горизонтали откладывается время, по вертикали частота. Цвет показывает интенсивность, то есть амплитуду волны в данный момент времени, на данной частоте. Здесь сразу проглядываются горизонтальные полоски, это и есть наши форманты. Можно попросить Praat их подсветить, для этого мы идем
Сначала в настройки формант. Здесь стандартные значения для женского голоса. Я поменяю их на мужской голос 4200 Гц. Поставлю количество формант 4. И поставлю флажок «Показать форманты». Пожалуйста. Вот у меня пошла первая форманта, примерно 250 Гц. Вторая форманта, примерно 2251 Гц. Вот пошла третья форманта. Четвертая, но они у нас уже меньше интересуют. И можно показать все форманты в виде листинга. Вот наши заветные числа. Можно их брать и по ним уже строить диаграмму гласных. А можно их сравнить с данными из справочника, если вы работаете над своим произношением. То есть вы берете справочник, ищете там усредненные форманты для мужского или для женского голоса, сравниваете со своими и, соответственно, понимаете, в каком направлении вам нужно двигаться, для того, чтобы достичь более аутентичного произношения. Чтобы построить диаграмму, я добавлю аннотации для всех моих гласных. Нажимаю «Аннотировать», «To Text Grid». Здесь название уровня будет русский, здесь точки нам не нужны. Затем я выбираю два файла сразу и выбираю «Показать и редактировать». Прекрасно. Теперь у меня целых 3 полоски в моем редакторе. Здесь у нас вверху форма волны, посередине будет спектрограмма и внизу аннотация, которую я сейчас добавлю. Мне нужно выбрать участки, где гласный хорошо определился, то есть там, где форманты прекрасно подсвечены. Я могу прослушать отдельный фрагмент. Нажимаю Enter и вбиваю сюда название моего гласного. Превосходно. Перемещаемся к следующей гласной. Слушаем, что тут звучит. Петь, петь, петь. Это у нас «э». Выбираем примерно такой фрагмент и так далее. Готово. Закрываем этот редактор. Теперь я выбираю аудиозапись и выбираю дальше анализ спектра. Здесь мне нужны форманты по методу Бурга. Я должен опять задать характеристики. Отлично, у меня 4 форманты. 4200 Гц это меня устраивает. Отлично. Теперь появился новый файлик, здесь форманты. Мне нужно сохранить 2 полученных файла в виде текста. Раз и 2. Теперь осталось запустить мой скриптик на питоне, который нарисует диаграмму гласных. Инструкция о том, где его найти и как запускать, будет внизу в описании под видео. Ну что? Вот она, диаграмма гласных. Давайте разберемся, что говорит нам диаграмма гласных. Здесь, чтобы не загромождать диаграмму, я нарисовал усредненное значение формант для каждого гласного, и пунктиром тут показано потенциальное пространство гласных для мужского голоса. По вертикали отложена первая форманта. Она возрастает сверху вниз. По горизонтали у нас откладывается вторая форманта. Она возрастает справа налево. Я специально выбрал эти направления для того, чтобы картинка была похожа на классическую диаграмму гласных. И тогда у нас вверху находятся закрытые гласные, внизу будут открытые, справа находятся задние гласные, а слева передние. Вот гласный «и». Он передний, закрытый и в самом углу диаграммы. Чуть ниже находится гласный «э». Он тоже передний, но чуть более открытый. Вот гласный «у». Он задний и закрытый. Хорошо уехал назад. Вот гласный «о». Он тоже задний, но более открытый. А это «а». Он открытый и центральный. Теперь первый сюрприз. Только посмотрите, как далеко уезжает назад гласный «э». Он у нас произносится между двух твердых согласных, как в слове «пэт». А вот между мягких согласных, в слове «петь», аллофон «э» является не только более закрытым, но еще и более передним. А теперь вместо усредненных формант я нарисую, как они меняются во времени, и нас ждут новые сюрпризы. Вот это гласный «ы» коричневого цвета,
Обратите внимание, как он движется. У него меняется вторая форманта, то есть гласный скользит от более заднего звука в более передний, то есть это дифтонг. Мы, как носители русского языка, вообще этого не замечаем. Для нас это единый звук. Примерно так же с дифтонгами в английском языке. Многие носители даже не подозревают, какие дифтонги у них на самом деле есть. И третий сюрприз. Посмотрите на «я», «ё», «ю». Все они похожи на дуги. Дело в том, что они зажаты между двух мягких согласных. Когда мы произносим мягкий согласный, мы поднимаем среднюю часть спинки языка вверх к твердому небу. Это называется палатализация. То есть мы как бы произносим звук «и» одновременно с основным согласным. Поэтому если гласный зажат между двух мягких согласных, то язык начинает движение от «и» к тому звуку, который мы хотим произнести, а потом возвращается назад. И получается вот такая дуга. Мы разобрались, как определять акустические характеристики гласных при помощи программы PRAT. В спектре гласного звука есть области усиленных частот. Это форманты. Для различения гласных достаточно всего лишь двух формант. Первый и второй. Их можно нарисовать на плоскости и получить диаграмму гласных. Впереди нас ждет еще много интересного, так что изучайте фонетику.